Кето-диета. Как я решилась ее попробовать и каких результатов я достигла. Всем привет! Вы на канале Лейсан. Хочу вам рассказать, как я похудела и продолжаю худеть, конечно же, на кето-диете. Сегодня кето-диета пользуется популярностью во всем мире, насколько я знаю. В ее основе лежит минимальное потребление углеводов и получение энергии не из глюкозы, как привык наш организм, а из жиров. Я вам скажу, что это невероятно вкусная и самая моя любимая диета. Я почти всю свою жизнь смотрю в зеркало и понимаю, что мне надо худеть. Когда я еще ходила на работу, было как-то проще. Например, я брала с собой только ту еду, которую мне можно было есть. Но как только начала работать удаленно, все, конечно же, изменилось. Еда стала доступной 24 часа в сутки, потому что холодильник рядом, кухня, естественно, рядом. И за полгода я поправилась почти на 10 килограмм. Я пробовала разные диеты, остановилась на низкоуглеводной, а потом в интернете просто случайно, когда искала информацию, увидела статью, не помню, или видео про кето-диету. Слово диета мне не нравилось, и я не обращала на это внимания. Вообще мне это слово никогда не нравилось. Но потом решила все-таки почитать, узнать, что это такое, тем более, что отзывы о кето-диете и ее результаты казались очень-очень вдохновляющими. Итак, что же это такое кето-диета? Главный принцип кето-диеты – минимум углеводов и максимум жиров. То есть смысл такого питания – минимальное потребление углеводов, ограниченные белков, высокое жиров. Все зависит от цели. Например, в низкоуглеводной диете можно съесть 50 граммов углеводов в день, кетогенной всего 20. Результаты похудения на кето-диете тоже лучше, чем на обычной низкоуглеводной. И вы никогда не будете чувствовать себя голодными. На низкоуглеводной я тоже сидела, но почти не худела. А на ПП были вечные срывы, я об этом даже говорить не хочу. Изучая кето-диету дальше, я узнала о том, что при переходе на такой режим питания тело начинает получать энергию не из глюкозы, а из кетонов, которые в свою очередь производятся из наших жировых отложений. Когда углеводов в рационе остается не более 20 грамм в день, начинается процесс кетоза, то есть использование накопленного жира. Звучит, конечно же, это очень интересно. О состоянии кетоза говорят несколько признаков. Это слабость и утомляемость, всего несколько дней в начале процесса, а потом организм адаптируется к небольшому количеству углеводов, то есть это не страшно, это нормально. Изменение показателей крови, если, конечно же, вы будете сдавать анализы. Запах ацетона изо рта, а также из пота и мочи. Вы это тоже почувствуете. Уменьшение веса, естественно. Уменьшение аппетита также. Существуют разные варианты кето-диеты с разными соотношениями жира и белка. Но меня вот этот вариант устраивает. Кето-диета не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с печенью, почками, сердцем, гормонами, а также больным диабетом. Какими бы ни были мотивирующими отзывы о результатах похудения на кето-диете, всем, кто страдает хроническими заболеваниями, сначала все-таки нужно проконсультироваться с врачом. Конечно же, мне от сладкого и мучного пришлось отказаться, зато жирные на кето-диете я могу есть без ограничений, почти. И еда стала намного вкуснее, потому что раньше я не позволяла себе есть жиры вообще никакие, даже полезные и то чуть-чуть. Итак, я решилась попробовать эту диету. Мне было жалко отказываться от фруктов, потому что я их просто обожаю, но что поделать. В конце августа я в последний раз выпила кофе с сиропом и кексами и в интернет-магазине купила кето-продукты. В следующем видео я вам обязательно покажу, какие продукты я покупаю, то есть у меня есть сейчас в наличии, и вот так вот я начала новую жизнь, ориентируясь на отзывы о кетогенной диете. Сейчас, когда идет уже второй месяц, я могу поделиться некоторыми выводами и первыми результатами кето-диеты. Во-первых, могу сказать, что у меня стало больше энергии. На кето-диете жиры мои друзья, поэтому по утрам я пью кофе с одной ложкой кокосового масла или взбитых сливок. Когда как. Можно добавлять туда также топленое масло, коллаген и даже белковые смеси. И до обеда я не чувствую голода. В 12 у меня первый прием пищи. Обычно я ем яйца, мясо любое, могу есть рыбу жирную с кето-хлебом, например, авокадо и обязательно овощи. Иногда готовлю кето-блинчики. Рецепт у меня есть, можете посмотреть. Примерно в 18:30 или в 19:00 у меня ужин. То есть я ем 2 раза в день.
не считая утреннего кофе. На ужин я ем какое-нибудь жареное мясо или вареное жирное мясо с овощами, конечно же, обязательно. Ну или рыбу. Овощей нужно есть много, и я не считаю тех углеводов, которые содержатся в овощах. Но нельзя есть картофель, свеклу и морковь. Также не ем каши, но очень люблю фасоль, чечевицу и раз в неделю позволяю себе немного бобовых, но не чаще. Несмотря ни на то, что я не ем сложные углеводы, как нам говорили всегда, и говорят, что это источник энергии, но энергии во мне теперь гораздо больше, чем раньше. Ну вот пока спортом я не занимаюсь, стараюсь много ходить пешком, но и то не всегда это получается. У меня также выровнялось настроение. Как и многих женщин, мое настроение довольно сильно зависело от конкретного дня месяца. Во время ПМС я становилась раздражительной, но это многим женщинам знакомо. Понимая, что это гормональные всплески, я не могла это контролировать. На кето-диете стало намного проще. Хотя в отзывах о результатах кето-диеты я не читала о таком эффекте. Не знаю, видимо, у кого какой организм и все от этого зависит. И, конечно же, я полюбила готовить. Я нашла заменители сахара, которые не повышают количество углеводов. Неожиданным результатом кето-диеты стало высшее мастерство в приготовлении всех видов мяса и десертов. Кстати, я покупаю жидкую стевию и готовлю кето-десерты. Поэтому не думайте, что нельзя есть все сладости. Можно, но без сахара и низкоуглеводные сладости. Иногда я заказываю их в интернет-магазине. Обязательно смотрю БЖУ. Если углеводов, например, на 100 грамм продукта идет менее 10 грамм, то это отличный вариант. У меня в холодильнике очень много всяких разных сладостей. Кстати, я и макароны ем, только домашние, которые я сама делаю. И вам тоже как-нибудь покажу. Можете лепить и пельмени, и делать пироги, но кето-пельмени и кето-пироги. То есть вообще можно сказать, никаких ограничений нет, просто вы используете другую муку. Вот и все. В итоге чувствую себя и выгляжу лучше, по крайней мере мне так кажется. Многие люди соблюдают диету ради похудения, а я взвешиваюсь очень редко, но за один месяц все же я похудела на 5 килограмм. Для моего роста, а рост у меня маленький, 1,55 м всего, это хороший результат. Вес у меня изначально был 60 килограмм, сейчас 55. Я не хочу быстро терять вес, буду худеть медленно и верно. 2-3 килограмма в месяц для меня это нормально. Сейчас одежда сидит намного лучше, пришлось купить джинсы и на размер меньше. Но самое интересное, я стала позитивнее относиться к жизни, поднялась самооценка и уверенность. Так что кетогенная диета, конечно, подходит не всем, но я очень-очень-очень довольна результатом. И это диета, которую я, наверное, искала всю свою жизнь. Вот честное слово. Я помню, как я мучилась в школе, когда училась. Я потом думала, что правильное питание – это вот как раз то, что мне надо. Но, еще раз говорю, у меня всегда были срывы. Всегда. То есть 3-4 дня, ну максимум неделю, но потом уже все. Через неделю у меня уже срывы. И мне этого уже не надо было. Следите дальше за моим каналом, будем ходить вместе. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. До скорой встречи. Пока. Кстати, у меня будет очень много рецептов и очень много полезных советов на личном опыте на моем канале.